Друзья, всем привет! С вами канал Observer, меня зовут Артем, и в этом ролике мы поговорим о бинокле от российского производителя Казанского оптико-механического завода КОМС, а именно о модели Байгыш BPC7 8х30. Поехали! Что ж, друзья, сегодня мы посмотрим на компактную модель бинокля от Казанского оптико-механического завода КОМС, модель BPC7 8х30. Этот бинокль в первую очередь интересен тем, что внешне он выглядит уже несколько более современно. То есть это не совсем те классические модели, которые внешне и функционально практически не поменялись с 70-х, 80-х годов прошлого века. Здесь же мы имеем дело с принципиально иной конструкцией, а именно с двухосевым биноклем, построенным по классической схеме Порро. Не будем более тянуть, переместимся к данной модели поближе и посмотрим на нее поподробнее, поймем, чем же она отличается от классики. Итак, перед нами бинокль BPC7 8х30, одна из трех моделей, выпускаемых в настоящее время Казанским оптико-механическим заводом в рамках линейки BPC с 8-кратным увеличением и объективами диаметром 30 мм, наряду с приборами BPC5 и его обрезиненной модификацией BPC6. Все три инструмента сконструированы с использованием, как мы уже упомянули ранее, классических порро-призм, придающих внешнему виду бинокля характерную черту – излом между осями окуляров и объективов. Такая оптическая схема делает корпус прибора несколько габаритнее по сравнению с конструкцией с призмами с крышей типа руф, однако в то же время позволяет добиться более широкого угла обзора и лучшей передачи объема наблюдаемых объектов при прочих равных параметрах. Тремя основными же отличиями модели BPC7 от двух ближайших соседей по линейке являются: первое – двухосная конструкция, за счет которой в сложенном состоянии инструмент занимает меньше места и имеет расширенный диапазон возможного межзрачкового расстояния от 52 до 74 мм, в то время как одноосные приборы ограничиваются значениями от 56 до 74 мм. Интересно, что по данным, которые указывает производитель, масса нашей модели, несмотря на более компактные габариты, на 30 грамм больше, чем у одноосного аналога – 650 грамм против 620, хотя наш контрольный замер показал значение, значительно отличающееся от паспортного – 582 грамма. Если вы знаете, чем может быть обусловлена такая разница, напишите вашу версию в комментариях под видео. Второе. Наличие на корпусе резьбы формата 1/4 дюйма для установки бинокля через специальный переходник, L-образный адаптер, приобретаемый отдельно, на обычный фотоштатив с целью проведения стационарных наблюдений. Стоит отметить, что ни один другой бинокль КОМС BPC не имеет такой возможности, и этот факт, к сожалению, играет не в пользу российского производителя, так как четвертьдюймовая резьба в моделях практически всех мировых производителей является неким установившимся стандартом качества, чем-то само собой разумеющимся. Третье отличие прибора – отсутствие вариации бинокля BPC7 с такими дополнительными опциями, как рубиновое покрытие на объективах, повышающее контрастность изображения в сумерках или тумане, и угломерная сетка в одном из окуляров для определения примерного расстояния до наблюдаемого объекта. Кстати, в одном из предыдущих обзоров мы подробно рассказывали о том, как ей пользоваться, ссылка на данный ролик в углу экрана и в описании под видео. В остальном же параметры модели BPC7 идентичны остальным инструментам линейки. Бинокль имеет прочный металлический корпус из алюминиевого сплава, который при необходимости можно полностью разобрать и собрать в домашних условиях для чистки или небольшого ремонта, если вы знаете, как правильно проводить данные процедуры, конечно же, что является большим плюсом и особо ценится любителями оптики. Для лучшего сцепления с руками и отведения пота или влаги от ладоней центральная часть бинокля покрыта материалом, тип которого производитель, к сожалению, не указывает, с рельефной фактурой под кожу. Стоит отметить, что вставки на окулярном мосту конкретно в нашем экземпляре выполнены не очень аккуратно, и их внешний вид несколько отличается от того уровня качества, который предполагает фабричное производство.
Однако инструменты КОМС популярны в первую очередь за свою высокую надежность и качество оптики, а не эстетическое наполнение. Как следует из маркировки БПЦ, а эта аббревиатура расшифровывается как бинокль призменный с центральной фокусировкой, наш прибор оснащен механизмом центральной фокусировки, реализованный в виде барабана, расположенного между двумя центральными осями и регулирующего резкость единовременно в правом и левом окуляре. Такое решение удобно в целом и особенно актуально при работе с быстро движущимися целями, когда важно иметь возможность оперативно перефокусироваться при их отдалении или приближении к наблюдателю. На правом окуляре бинокля располагается кольцо диоптрийной подстройки, необходимое для компенсации разницы в силе зрения между глазами пользователя, если она есть. Помимо этого, модель оснащается мягкими резиновыми наглазниками, защищающими при наблюдениях от боковой засветки и служащих дополнительным упором. Многие обладатели приборов БПЦ замечают, что комплектные наглазники из-за чересчур узкого внутреннего диаметра могут несколько обрезать угол обзора бинокля, особенно в том случае, если пользователь неплотно прижимает их к глазам или имеет такой тип строения лица, при котором резиновые втулки препятствуют расположению зрачка на необходимом расстоянии от внешней линзы окуляра. В случае, если вы также столкнулись с подобными неудобствами, бинокль БПЦ-7 можно укомплектовать бакелитовыми наглазниками, в которых вышеописанный эффект проявляется в гораздо меньшем виде. За оптику в нашем приборе традиционно отвечает отличное стекло марки BAK4 с многослойным просветляющим покрытием фиолетового цвета на линзах и призмах, улучшающим светопропускание и снижающим бликование элементов. Идентифицировать его можно по цветным переливам на объективах и окулярах бинокля. Это весьма достойная оптика, которая с большим успехом используется во многих моделях различных производителей в среднем ценовом сегменте. Инструменты же КОМС отличают неизменно высокое качество конечного изображения и фирменный теплый оттенок картинки. Оптические показатели бинокля не отличаются от приборов БПЦ-5 и БПЦ-6. Наш инструмент обладает внушительным полем зрения шириной 150 метров на удалении от наблюдателя в 1 километр, что эквивалентно углу обзора 8 градусов и 30 угловых минут, благодаря чему модель прекрасно подходит в том числе для обзорных наблюдений. Разрешение бинокля равняется 6 угловым секундам, а минимальная дистанция фокусировки 5 метрам. На более близко расположенном объекте настроить резкость, к сожалению, не получится. Диапазон рабочих температур, что немаловажно для российских пользователей, зачастую сталкивающихся с необходимостью работать с оптикой в сильный мороз, от минус 40 до плюс 50 градусов Цельсия. Выгодное отличие от ближайших конкурентов, как правило, гарантирующих стабильную работу инструмента лишь до отметки термометра всего в минус 15 градусов. В комплекте с каждым прибором БПЦ-7 мы найдем плотный полужесткий чехол из кожзама с застежкой на молнии и ремешком для ношения на плече или шее, отдельный ремешок для самого бинокля, продеваемый в дужки на корпусе. Кстати, к нему можно прикрепить и крышки окуляров, чтобы они не потерялись. Ну и, конечно же, паспорт изделия с печатью производителя, датой изготовления, подписью упаковщика и сотрудника ОТК. Нужно отметить, что бинокли КОМС часто подделываются недобросовестными производителями, и отличить подделку можно в том числе по наличию оригинальных подписей и печатей на коробке и в прилагаемом документе. Видео о подобных подделках также есть на нашем канале и доступно по ссылке в углу экрана или в описании под видео. Что ж, мы поговорили о характеристиках и особенностях прибора, пора перейти к практическому тестированию. Область, за которой мы наблюдаем, находится примерно в 190 метрах от нас, и благодаря 8-кратному увеличению мы видим ее так же, как если бы находились всего в 24 метрах без увеличительных приборов. Отметим, что наш способ съемки камеры через окуляр бинокля несколько ухудшает общее качество картинки, и при непосредственной работе с ним вы увидите более детализированное изображение. В целом, друзья, уровень конечной картинки находится на ожидаемо высокой отметке. Отличное разрешение, очень широкий угол обзора, впечатляющая детализация и насыщенность, хотя с небольшим фирменным уклоном в желтизну. Из аберраций можно отметить лишь небольшое падение резкости у самого края поля зрения, что присуще практически всем биноклям из среднего и бюджетного ценового сегмента, а также едва заметную закругленность изображения, опять же, по краям обзора. Сколь-нибудь значительно
Следовательно, это искажение проявляет себя только при наблюдении объектов с правильными геометрическими формами или узорами на поверхности. Резюмируя, нужно отметить, что несмотря на некоторую архаичность модели, впрочем, относящуюся ко всему ассортименту производителя, приборы COMS BPC7 8х30 станут хорошим выбором в качестве универсального компактного инструмента для широкого круга задач: обзорных наблюдений, точечной работы на расстоянии до 1 километра, просмотра спортивных мероприятий, занятий охотой, рыбалкой, спортивной стрельбой, туризмом и многим другим. Кроме того, вы можете быть уверены, что благодаря надежной механике, зарекомендовавшей себя и ценимой любителями оптики на протяжении нескольких десятилетий, такой бинокль вполне возможно прослужит не только вам, но и вашим детям и даже внукам. В этом, кстати, мы совсем недавно убедились на примере экземпляра BPC4 1977 года выпуска и на сегодняшний день сохранившего работоспособность и высокие оптические свойства в одном из предыдущих обзоров. Что ж, друзья, как мы убедились в ходе сегодняшнего обзора, модель COMS BPC7 8х30 по своим техническим характеристикам вовсе не уступает классическим моделям COMS BPC5 и BPC6 8х30. Все та же превосходная картинка, все та же очень четкая и резкая детализация, хороший угол обзора, ну и, конечно же, куда без небольшой фирменной желтизны, которая даже придает некого шарма. В то же время стоит отметить, что бинокль имеет и все-таки некоторые отличия. Во-первых, за счет двухосевой системы его можно сложить более компактно, он действительно практически умещается на ладошку, в отличие от более широких, даже в сложном состоянии моделей BPC5 и BPC6. Кроме того, модели BPC7 имеют некое полимерное покрытие на своем корпусе, которое придает все-таки дополнительное сцепление с руками, в отличие от моделей BPC5, у которых просто металлический корпус с рельефным покрытием для этих целей. Кроме того, наконец-то дождались, в моделях BPC7 предусмотрена резьба по центру окулярного моста для установки бинокля на фотоштатив через L-образный переходник, чего не было, друзья, в классических моделях от Казанского оптико-механического завода. Таким образом, пользователи смогут с BPC7 вести не только наблюдение с рук, но и стационарные наблюдения со штатива, что, согласитесь, очень удобно. Что ж, друзья, я надеюсь, вам понравился сегодняшний ролик. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и не забывайте нажать на кнопку колокольчик, чтобы быть в курсе новых роликов на нем. Также, если у вас остались какие-то пожелания по тематикам будущих видео, вам есть что добавить к теме сегодняшнего ролика, или просто есть какие-то вопросы, которые вам хотелось бы задать, все это оставляйте в комментариях, давайте общаться и делиться информацией. Также не забываем, что в описании под видео вас ждет промокод на скидку на покупки в интернет-магазине Observer MSK. Приобретайте оптику с Observer по самым выгодным ценам. Ну а я с вами прощаюсь, всем пока!